Эволюция началась с зарождением жизни и никогда не останавливается. За десятки и сотни миллионов лет мы пришли к тому, что сейчас имеем – человеку. И природа наградила его тремя важными функциями – думать, говорить и двигаться. Благодаря развитию этих функций человек стал самым главным живым организмом на нашей планете. Он смог обдумывать свои решения и что-то изобретать, не всегда поддаваясь инстинктам. Стал договариваться с другими и передавать свои знания. Мог передвигаться быстро или на большие расстояния. Но за последние годы человек стал стремиться к тому, чтобы выполнять все эти три функции как можно меньше. Мы меньше запоминаем, ведь всегда все можно найти в интернете. Сокращаем живое общение, и у нас практически не осталось необходимости выходить из дома. А чем меньше мы пользуемся этими функциями, тем хуже они работают. И не только они. Не развивая свои умственные способности, и соображать станешь медленнее, перестанешь общаться, и со временем двух слов связать не сможешь. А если будешь мало двигаться, то начнет выходить из строя тело. Об этом сегодня и поговорим, о необходимости движения. Движение, значит, да? Ну, давайте поговорим про движение. Физкульты, друзья! Природа создала нас так, чтобы все хорошо работало, нам нужно двигаться. Давайте представим с вами крайний вариант. Человек вообще не шевелится и 24 часа в сутки лежит на кровати. За период полного бездействия более 40 дней кости человека потеряют до 50% своей массы, что приведет к их хрупкости. Мышцы также потеряют массу и начнут атрофироваться, что в итоге может закончиться параличом. На теле появятся пролежни из-за отмирания клеток тканей, не говоря уже о других последствиях, таких как камни в почках, бессонница, состояние тревоги и нарушение умственных способностей. И многие из этих процессов необратимы. Например, люди, пролежавшие в коме несколько месяцев, не всегда могут вернуться к полноценной жизни. Понятно, что, скорее всего, вы не лежите 24 часа в сутки. Но хотите ли вы получить 50% этих негативных эффектов, двигаясь в половину меньше, чем необходимо вашему организму? Для правильного функционирования всех систем нам нужно не лежать или сидеть, и даже не стоять, а передвигаться. Вся конструкция нашего тела подразумевает, что мы будем либо ходить, либо бегать. Ведь неспроста по статистике люди, которые ходят по 30-60 минут в день, реже посещают врача и живут дольше. Такие прогулки уменьшают вероятность болезней сердца, некоторых видов рака и развития диабета. И все это не потому, что ходьба – это какой-то чудодейственный способ борьбы со всеми болезнями. Мы не лечим свой организм ходьбой. Мы ухудшаем свое состояние отсутствием ходьбы, как бы отнимая у него то, что ему необходимо для того, чтобы он нормально функционировал. Причем отнимаем сознательно и по своей собственной воле. Так получается, если ходьба налаживает работу нашего организма, то бег будет работать еще быстрее и лучше. Вместо того, чтобы час ходить, я 10 минут пробегу и готово. Мы много говорили о положительных свойствах бега в наших выпусках. Причин может быть множество, но мы собрали для вас 5 самых-самых главных причин по версии канала Simple Run. Приготовьтесь, ведь мир больше никогда для вас не будет прежним. Но бег на данный момент может не подойти вам, например, по причине того, что на первых порах он приносит вам боль. Я имею в виду две боли. Первая – физическая, когда есть какие-то проблемы со здоровьем. Больные колени или суставы в целом, проблемы со спиной, много лишнего веса. Вторая – это психологическая боль, когда кажется, что бег – это причина страданий. Тяжелое дыхание, усталость, красное лицо, отсутствие сил после пробежек. Все это обычно следствие неправильного подхода к бегу на первых тренировках. Но из-за этого бег может закрепиться в сознании как что-то негативное. И если вам не хочется бегать по одной из этих причин, не бегите. Начните с ходьбы, а дальше поживем увидим. Возможно, вам вполне ее будет достаточно, и в этом нет ничего плохого. А возможно, вам захочется чего-то большего, и тогда мы будем рядом для того, чтобы помочь вам перейти от ходьбы к бегу. Тем более, что для правильного начала и достижения всех положительных эффектов бег должен быть очень медленным. На первых порах не быстрее скорости быстрого шага. Поэтому тезис, что бегом можно будет достичь результата быстрее, не точен и требует многих дополнений. А как
как мне вообще ходить? Как будто бы я куда-то тороплюсь или гулять в удовольствие. И куда мне вообще идти? Начнем с того, что любая ходьба хороша. Если вы просто будете добираться до работы пешком или выходить прогуляться в обед, уже отлично. Главное двигаться, а не сидеть на месте. Но ходьбу можно сделать максимально эффективной. И если ваша задача от ходьбы получить максимальную выгоду, то из нее можно сделать настоящую тренировку. Мы называем это интенсивной ходьбой и используем как отправную точку для участников нашей программы «Бег с нуля». Отличие такой ходьбы от обычной в 3 вещах: положение тела, работа рук и интенсивность. Давайте по порядку. Необходимо сделать высокое, вытянутое тело, как будто вас кто-то тянет за темечко вверх, не за лоб. Запрокидывать голову назад не нужно. Всю тренировку сохраняйте это положение. Старайтесь растягивать позвоночник на всю длину. Если вы посмотрите в зеркало, то должны увидеть одну прямую, не должно ничего выпирать вперед или назад. И все части тела должны быть над центром тяжести. Положение рук. Чуть соберите их в кулаки, не сжимайте. И работайте параллельно телу активно. Угол положения рук можно менять до острого угла, как при беге. Угол в локте. Считается, что угол должен быть меньше, чем 90 градусов. Но какой конкретно, на самом деле определяет индивидуальность атлета. Мы с вами не смотрим на такие показатели, как скорость километров в час или, например, темп минут на километр. Для нас важна именно интенсивность, ведь у каждого из нас она будет своя. Тут у вас 2 варианта: измерять пульс или ориентироваться на одышку. Если есть подходящее устройство, по которому можно следить за пульсом во время ходьбы, тогда все просто. Рассчитайте свои пульсовые зоны в нашем приложении Simple Run и держите пульс в пределах 1 и 2 зоны. Если у вас нет возможности снимать показатели пульса, то все очень просто. Можно ориентироваться на ваше дыхание. Когда организму не хватает кислорода при дыхании носом и приходится вдыхать через рот, значит интенсивность уже повысилась. Либо сразу снижайте скорость ходьбы, либо при желании проведите пару минут в этой интенсивности и затем снижайте скорость. Теперь ваша ходьба будет не просто прогулкой, а настоящей тренировкой, за которую вам ваш организм скажет большое спасибо. Но вот начну я ходить. И что мне за это будет? А чего наоборот не будет? Американская ассоциация здоровья сердца 6 лет изучала результаты 33 тысяч бегунов и 15 тысяч людей, которые занимаются ходьбой, и пришли к выводу, что обе активности одинаково нормализуют артериальное давление и снижают риск инфаркта. Стэнфордский университет в своем исследовании выявил, что ходьба увеличивает креативность мышления на 60%. Наши друзья Runzone – это не только магазин экипировки для бегунов, но еще и для ходунов. Решили сделать конкурс, суть которого – сделать лучший слоган, который бы начинался так: «Ходьба – это…» И продолжите, каким захочется вам количеством слов. 2 лучших слогана. Первый, который оценит наша аудитория, а второй, который оценим мы совместно с Runzone, получат кроссовки, такие, как на этом экране. Подключаем креатив и идем писать в комментариях. Также оказалось, что даже 12 минут ходьбы улучшает настроение, повышает внимание и уверенность в себе. Целый ряд исследований доказывает, что регулярная ходьба продлевает жизнь более чем на 7 лет. Не говоря уже о контроле веса, ведь ходьба улучшает работу метаболизма, помогает нормализовать пищевые привычки и сжигает калории. Как мы рассказывали в выпуске, эффективный способ скинуть вес. Осталось только определиться, сколько и когда ходить. И здоровый организм у вас уже в кармане. Там было что-то про 30-60 минут ходьбы в день. Отлично, значит буду ходить по часу в день. А лучше по 1,5. Завтра не получится, но вот как только найду лишних 1,5 часа, сразу пойду. Начать. Вот что самое важное в любом деле. Не устраивайте себе с первой же прогулки какой-то невероятный челлендж. Для первой прогулки достаточно будет пройтись 15 минут. Пройдите 3 раза по 15-20 минут на первой неделе, по 20-25 на следующей. И так прибавляйте понемногу от недели к неделе. Но не нужно резко увеличивать объем. 10-20% прироста в неделю будет более чем достаточно. Мы рекомендуем интенсивно ходить через день, в
течение первого месяца для того, чтобы дать организму адаптироваться к таким нагрузкам, а потом сделать удобную частоту на свое усмотрение. Если вы захотите перейти на бег, то также оставляйте по 3 тренировки в неделю. А если продолжите ходить, то можете увеличить количество прогулок в неделю вплоть до ежедневных. В ходьбе нагрузка на мышцы, суставы и связки гораздо меньше, чем при беге. И значит, восстановление тоже будет происходить быстрее. Но хорошо высыпаться все равно нужно, чтобы организму было достаточно отдыха. Мы рекомендуем спать не меньше 8 часов в сутки при регулярной физической активности. А я видел, еще эти в парке ходят, как лыжники без лыж. Как пенсионеры с палочкой, только с 2. Но так и молодые ходят. Может, и мне надо? Это отличный вид активности – скандинавская ходьба, или в простонародье ходьба с палками. Ее суть как раз в этих самых палках. Они дают ряд преимуществ. Во-первых, такая ходьба сразу становится интенсивной. Вы не сможете не работать руками, и вам будет просто удобнее держать тело прямым. Считается, что скандинавская ходьба сжигает на 46% больше калорий и выполняется на пульсе на 10-15 ударов выше, чем обычная прогулка. Во-вторых, верхняя часть тела работает более интенсивно, так как участвует в самом перемещении. Мышцы и суставы верхнего плечевого пояса активно включены. И в-третьих, на холмистой местности палки помогают не потерять равновесие и проще подниматься в гору. Скандинавская ходьба отлично подходит и при восстановлении против травм. Я сам после того, как сломал несколько ребер в прошлом году, возвращался к тренировкам именно с помощью скандинавской ходьбы. Благодаря равномерному распределению нагрузки можно помогать организму восстанавливаться, при этом не перенапрягая место травмы. Хотя мы постарались осветить максимум вопросов о ходьбе, у вас все равно могли остаться вопросы. И поэтому мы ответим на самые популярные, на наш взгляд. А где мне найти час, полчаса или 20 минут на ходьбу? До работы идти не вариант, мне до нее ехать час, я пойду полдня. И 20, и 30 минут, и даже 1,5 часа всегда можно найти даже в самом загруженном графике. Можно не идти всю дорогу до работы, а, например, выходить на 2-3 остановки раньше и идти пешком. В городах с большими пробками на дорогах для этого даже не придется находить дополнительное время. Выходите в обеденный перерыв пройтись на 15 минут. Выходя гулять с коляской, не сидите на лавочке, а гуляйте, пока ребенок спит. В конце концов, просто заведите собаку, и тогда вам точно нужно будет выходить пару раз в день на улицу. А как мне понять, с чего начать? С ходьбы? Со скандинавской ходьбы? Или с бега? Начните с того, что проще всего для вас. Для обычной ходьбы ничего особенного не нужно. Наверное, кроме удобной обуви. Просто выходите прогуляться каждый второй день. А дальше уже будет понятно, переходить на интенсивную ходьбу, на скандинавскую или на бег. То, что вам захочется, то и делайте, ведь это все должно быть в удовольствие. А если на улице дождь, снег или наоборот жара? Что делать-то? Как тогда быть? В таких случаях можно ходить на беговой дорожке в зале или дома. К тому же, время от времени можно заменять тренировки на улице ходьбой на месте или прыжками на скакалке. Я не буду выглядеть глупо, занимаясь интенсивной ходьбой или ходьбой с палками, ведь так ходят только пенсионеры. Для кого-то это может показаться глупым, но вам нужно расставить свои собственные приоритеты. Для вас что важнее, быть самым крутым в местном парке или здоровым и счастливым? Наверное, выбор очевиден. В большинстве случаев на вас никто не обратит внимания. А если и обратит, то просто вспомните, кто будет глупым потом, когда вы будете активным до старости, а они будут проводить большую часть своего времени в очередях в поликлинике. С 8 часов утра талонов нету. Ужас какой-то. Можно так делать. Подведем итог. Начать ходить очень просто, ведь это наша основная функция от природы, о которой мы просто иногда забываем. При этом она очень важна для нашего здоровья, так что откладывать некуда. Выходите прогуляться прямо сейчас, хотя бы на 15 минут. Что может быть лучше отличной прогулки? И привлекайте к этому своих друзей, знакомых, родственников, всем, кому вы желаете здоровья и долголетия. Ведь движение – это то, что может им все это дать. Не буду вас больше задерживать. Выключаем это видео и вперед на прогулку. Бежать, идти, в общем, двигаться дальше.